Всем доброе утро. Вам слышно, как поют птицы? Птицы, конечно, поют, но на улице еще холодновато. Такой жары особой нету. Сегодня утром +1. Соответственно, ночью, наверное, 0 был. Вот, выходные прошли. Я иду уже со школы. Отвела младшую дочку в школу. Ой, я вам сейчас что-то покажу. Сейчас дойдем. Это то, что я недавно рассказывала, кто смотрел мои видео про письма. Смотрим. Угу. Идем дальше. Посмотрим там. Я уже вижу. Вот. Но хочется уже тепла, конечно. Сегодня буду закладывать на рассаду семена сладкого перца. Смотрим. Видите? Сейчас я подойду к своему подъезду и покажу вам, что там написано. Буду закладывать семена перца, потому что говорят, что перец долго сидит. Вот. Но с учетом того, что у нас еще ночью как бы не сильно жарко, то, конечно, я и не спешила с рассадой. А помидоры, огурцы буду позже закладывать, чтобы хорошо бы поехать на дачу. Ну, еще рановато, но, может быть, через недельку и открыть клубнику, а то я боюсь, она у меня там в теплице цвести начнет. Подумает, что уже тепло. Все-таки там укрыла я ее хорошо, там ей там даже испарение есть. Вам слышно? Это воробей так кричит, в кустах тут прыгает. Так, ну что, подходим к подъезду, посмотрим, что у нас. Такое же письмо. Тут написано, это я, приветик. Тут написано, что 10.03 с 18 до 0 часов будет школьный бал. А что так рано? Интересно, а что так рано? Ну и что будет шумно. И в 22 они постараются сделать музыку потише. Смотрите, какую красоту принес муж с магазина. Начало марта, а тут клубничка. Я вам хочу сказать, она очень большая. Вот смотрите, да. Я не знаю, как на вкус. Еще никто не пробовал, никому не разрешаю пробовать, пока я вам не покажу. Отгоняю детей тут. Все ушли, все обиделись. Вот, но пахнет она просто потрясающе. Но вот как будто бы она действительно не с теплицы, а земляная. Смотрите, какая большая. Ну, вся такая большая. Ну, вот тут, видите, трошки зеленая. Ну, а так, не знаю. Надеюсь, что сладкая. Но пахнет очень классно. Вот так вот вам немножко для настроения напоминание о том, что сейчас весна, ну а за весной придет лето. А летом всегда вкусная, сладкая клубника. Ну, у нас, правда, в марте клубника. Вот. А вот вам и 6 марта. Но телефон не передает, идет очень большой снег. Но, к сожалению, на улице тепло, и поэтому снег не лежит. Но он очень-очень крупный. Ну вот,
в продолжении видео про письма в Германии я вам показала, что на дверях развешали объявление о том, что будет выпускной. Единственное, что я как бы немножко в шоке, потому что выпускной 10 марта, ну, как-то рановато. У меня, я уже говорила в каком-то видео, кто смотрел, у меня в этом году обе дочки выпускаются из школы, ну, одна из младшей школы, одна из средней школы, но тем не менее, у меня старшая дочь заканчивает тоже 10 класс, как, собственно, и в гимназии тут самый старший класс, это 10. И у нее выпускной будет в июле. А почему-то в гимназии выпускной 10 марта. Не знаю, какая-то странная, честно говоря, затея, потому что, ну, а как в марте можно красиво, например, одеться? В прошлом году, когда в гимназии в этой был выпускной, я не помню, какой был период времени, но я точно помню, что было очень тепло, и девочки были в таких вечерних платьях красивых, мальчики в костюмчиках, ну, красиво, беленькие рубашечки, знаете. Вот мы там посмотрели, каких платьях девочки пришли. Ну, у кого коктейльная короткая, у кого в пол было платье, были брючные костюмы. Но все были очень нарядные, красивые. И было, точно помню, тепло. Поэтому, я не знаю, может, они в этом году решили сделать в марте. Но сейчас у нас холодно. И я себе даже представляю, как девочки должны прийти на выпускной в курточках и в сапогах. Ну, в туфельках. Нет, ну, конечно... Конечно, я сегодня видела одного немца в шортах на улице +4, но для них, конечно, это уже, наверное, жара считается, я не знаю. Но все равно девочка в вечернем платье, это, как правило, шелковые платья или фатиновые платья, они холодные, в них как бы не жара совсем, даже и летом, ни другой раз не сильно жарко. В общем, не знаю. Ну, короче, в общем, они почему-то написали, что у них будет выпускной 10 марта. Если будет что-то интересное, ну, я думаю, может, я кусочек какой-то сниму. В прошлом году сначала была скучная музыка, потом стала интересная музыка. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что выпускной 10 класс проходит у детей без алкоголя. Потому что они еще несовершеннолетние, и это прекрасно. В прошлом году выпускной был у них без родителей. Были только дети, родители попривозили детей и уехали. Вот. Ну и как-то часть осталась, а часть осталась еще на дискотеку. И дискотека была, да, где-то до 12 часов ночи, как, собственно, вот у нас сейчас на дверях в объявлении написано, что они просят извинения за то, что будет шумно и громко играть музыка, но они постараются, что смогут сделать, в 10 часов сделать тише. Не знаю, в прошлом году не было тише с 10 до 12, была музыка, у них работал диджей, он объявлял песни, ну, классно, мне понравилось, ну, по крайней мере, то, что мы слышали, и дети подпевали, и кричали, оно было слышно все. Я, может быть, я же говорю, если в этом году будет так же шумно и интересно, я тоже сниму и вам покажу. А вот у моей старшей дочери, я уже говорила, в этом году тоже выпускной, она выпускается с 10 класса. Мы подали уже документы на следующее обучение, но это как бы следующая школа, 11-12 класс, но с обучением на, ну, 11-12 класс и плюс какая-то там еще профессия будет, то есть как специализированная школа или как-то так, я не знаю, как дословно оно переводится, вот. И по поводу, вот, что у старшей с выпускным, значит, по поводу того, как они будут проводить в школе, ну, свои последние учебные дни, я еще не знаю, потому что в прошлом году, например, выпускники в их школе там приходили в пижамах в какой-то день, да, так вот весело было, что ходят старшеклассники в пижамах по школе. Что в этом году придумают, еще не знаю. Знаю единственное, что будут они праздновать в ночном клубе. И я, естественно, тоже пойду, потому что, ну, во-первых, мне интересно посмотреть, как проходит выпускной в Германии. Во-вторых, и потом забрать дочку оттуда. И, в общем, я ее одну не оставлю. Ну,
Да, вот такая я. Вот такой будет выпускной с мамой и с папой, кстати. Ну, она не против, она сказала, как хотите, хотите идите, хотите нет. В общем, мы решили, что мы тоже пойдем. Вот, вот по поводу выпускного больше особо ничего не известно. Единственное, что они заказали для всего класса одинаковые худи, и там на спине будет написаны все имена и фамилии одноклассников. Вот. Деньги мы сдали на эти худи уже. Ну, они там что-то 26 евро или что-то такое, уже не помню. По ценам, как в магазинах стоят худи, то это даже очень недешево, потому что худи здесь в основном от 30 евро. Вот. Что еще по поводу выпускного? Вот эти вот худи в классах выпускным занимаются или родительский комитет совместно со своими детьми. То есть классный руководитель к выпускному не имеет никакого отношения, ничего об этом не знает, никакого представления не имеет. Вот, так, и вот еще буквально сегодня прислали на почту со школы письмо. Да, школа с родителями общается через электронную почту. Никаких вайберов, никаких телеграммов, ватсапов, никакого личного общения, только письма через электронную почту. Значит, написали о том, что будут фотографии, придет фотограф в школу, будет делать общую фотографию и отдельно каждого ребенка, а родители потом уже будут решать, берут какие они фотографии или не берут. В общем, ну, я так понимаю, это за отдельную плату уже будут распечатанные фотографии. Единственное, почему нам прислали эти письма, потому что написали, что если какие-то родители не согласны, чтобы ребенка фотографировали, в Германии, как вы знаете, детей запрещено фотографировать без согласия родителей. Если какие-то родители не согласны на то, чтобы ребенка фотографировали, то они должны об этом сообщить классному руководителю. Мы, конечно же, будем фотографироваться. Единственное, что я еще не знаю, какая форма одежды будет. Ну, если будут в этих худи, мне кажется, это будет как-то немножко странно, потому что в черных худи 25 человек на общей фотографии, ну, не знаю, это будет одно сплошное черное пятно. Но, как говорится, все вполне возможно. Вот, худи нам уже отдали. Я вам сейчас покажу, как оно выглядит, что на нем написано и что оно из себя представляет. Вот такие вот кофты заказали в классе. Вот тут спереди вот такая вот надпись. Вот 2023 год. И вот с другой стороны такая с капюшончиком, но она утепленная на флисе. И с другой стороны вот такая вот картинка. Да, это современные дети, поэтому картинки тоже современные. Не смущаемся от определенных фигур. Значит, что тут написано тоже 2023 год. Вот написано следующее поколение, следующее перечеркнуто, написано лучшее поколение. Потом написан класс 10D. Здесь, как это, любимая фраза классного руководителя, ну или девиз по жизни, не знаю. Вот. И вот здесь вот написаны имена и фамилии всех детей с класса. Вот. Вот такие кофточки у всех в классе. Сколько их там, 25 детей или сколько? Ну вот у всех, все заказали вот такие вот черные кофты. Были только черные, единственное, что разные размеры. Вот. И вот такие вот еще браслетики подарили. Вот написали off school, конец школе. А что на английском? В Германии на английском. И тут еще что-то написали. Что это написано? Это худи, наверное, компания. Это, наверное, вот это худи. Компания, которая делала эти кофточки, вот подарила им еще такие браслетики. Наверное, как бонус. Ну и знак того, что они закончили школу.
Черные худи, черные браслетики. По поводу одежды на выпускной для старшей дочери я ничего не знаю, пока нам ничего не говорили. Вот, потому что я не совсем понимаю, в каком виде надо приходить в ночной клуб, насколько там будет торжественная обстановка, или это просто будет дискотека в ночном клубе. Ну, честно говоря, пока еще ничего не знаю. Как узнаю, я вам все расскажу. Хотелось бы мне уже, конечно, заранее знать, потому что, ну, как бы, если там надо какие-то платья особенные, то надо их выбирать и покупать. Но, в принципе, у нас еще время есть, поэтому я думаю, что, возможно, нам скоро об этом сообщат. По поводу выпускного у младшей дочери пока ничего нам не говорят, что там будет. Это тоже решает родительский комитет. Классный руководитель ничего об этом не знает, не интересуется, не вникает. Это не ее тема, она к этому не касается. Вот. Но нам еще ничего не говорили, будет ли какой-то выпускной у младшей дочери или не будет. Ну, может, они что-то организуют там, или возле школы можно сделать тоже, там, те же сосиски пожарить, ну, такой как бы пикник или что. Ну, в общем, ничего пока не знаю по этому поводу. Вот. Вот такие вот дела по поводу выпускного. И по поводу писем про выпускной. Да, сегодня будем подстригать собаку, потому что он у меня за зиму очень сильно зарос. Я больше так делать не буду, что я его всю зиму не подстригала. И он такой стал медведь-медведь. И поэтому я думаю, что сегодня у меня уйдет море времени на то, чтобы вот это вот всю шерсть состричь и подготовить его уже к лету. Вот. Завтра как раз 8 марта, и мальчик будет красивый к празднику. А как мы будем праздновать 8 марта, в смысле, как я его с утра начну праздновать, я вам обязательно сниму и покажу. Там так все будет интересно, даже неожиданно. Ну что, я иду стричь собаку, потом купать, и покажу, какой он был изначально, а какой потом будет. Так. Вот так за зиму и кусочек осени у меня выглядит собака. Чарличек, повернись, покажись. Покажись свои лохматики. Он больше похож на медведя, чем на собаку. В общем, я решила, что пора его подстригать. Чарлик, повернись. Вот. И потом покажу, какой получился красивый мальчик. Да, Чарличек? А ты лицом хочешь фотографироваться, да, мордяхой своей. О. А вот и постриженный мальчик красивый. Смотрите, какой он красивый. Повернись, Чарличек, покажись, какой ты красивый. Вот какой красивый мальчик. Сиди, сидеть. Вот он, постригся. Он подготовился к 8 марта. Мальчик красивый. Мальчик готов к весне, скажи, да? Вот. Сидеть. Челюнди. Нет, и так сядь. Вот, и тут подстриженный, короткостриженный теперь. Теперь нет у него такой лохматости. Сиди. Чали. Ой. Так, ну что, на сегодня все. Вот такой вот влог получился. Как всегда, обо всем и ни о чем. Ну что, домашние дела, суета, суеты, все, ничего особенного. Вот, в этом месяце у меня у младшей дочери день рождения, поэтому уже голова немножко занята этим событием, как мы будем его отмечать, где и что, и по поводу какой торт буду делать. Я думаю, что я все сниму и покажу. Ну, ничего особенного там делать не буду, потому что, ну, в общем, я уже говорила, не особо праздники в этом году, пока мы ждем единственный праздник, а потом уже начнем отмечать все праздники, так уж, после самого главного. Вот. На этом на сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всех люблю, целую. Все буде Україна. Пока-пока!